Девчонки, я ее очень долго настойчиво упрашивала, я ее добила, она ко мне приехала. Добить классику орхидейного жанра, чтобы она приехала. Куда, зачем и при каких обстоятельствах. Путешествие с одной части города Владивосток в другую, чтобы распилить орхидею. Привет, друзья! Сегодня на канале классика орхидейного жанра деление орхидеи на 4 части в пятницу 13-го. Кроме прогулки по Владивостоку и делению орхидеи на 4 части, посадки 3 деленок на фитиль, я анонсирую работу канала классика орхидейного жанра в Telegram, покажу вам, как обрезать любую бутылку на любую высоту ровно и еще много-много всего интересного. Оставайтесь на канале. Многие из вас торопятся, и я ценю в вас это, поэтому для удобства и для быстрого поиска информации в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему я добавлю тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. Для того, чтобы осуществить намеченное и распилить орхидею на 4 части, мне предстояло преодолеть длинный путь из одной части города в другую, с Эгершельда в бухту Тихую, города Владивостока. Остановка ДВГТУ. Около часа пути, и я в бухте Тихой, Владивосток. В 70-е годы прошлого века город расширялся, строили большой Владивосток. Появлялись новые районы и улицы, и в Первомайском районе города Владивосток появился новый 75-й микрорайон или район бухты Тихой. Именно эту бухту Тихую, вы сейчас видите на своих экранах. Именно в Тихой бухте мне предстояло распилить вот эту орхидею на 4 части. Я давно столкнулась с парадоксами в сознании зрителей. Одни зрители хотят посадить несколько орхидей в групповые посадки, а другие зрители всеми силами пытаются орхидеи разделить. Те орхидеи, которые по природе должны расти вместе. Сейчас я говорю о так называемых кустовых орхидеях, которые с удовольствием деткуются, образовывая большие кусты. Чаще у таких орхидей образуются детки на стволах, реже прикорневые. Надо ли делить такие орхидеи и в каких случаях это делать обязательно, а в каких совершенно не нужно? На ваших экранах фаленопсис голландской селекции с сортовым названием Джулия. Фаленопсис был приобретен зрительницей нашего канала из частной коллекции уже взрослым и сформированным растением. На момент приобретения растения взрослого или материнского растения в кусте уже не было. Его либо отделили, либо оно погибло. Остался лишь пенек и 4 детки вокруг него. На момент покупки собственных корней у деток не было, и Марина их выманивала с помощью сока алоэ. Почему в данном случае орхидею следовало разделить? Первое и основное, что не нравилось Марине, это отсутствие тургора листьев. Нижние листья при этом стремительно желтели. Почему так, спросите вы? Ведь в целом орхидея в прекрасном состоянии, у нее мощная корневая система, но одна на всех 4. Корни пристволовых деток из-за нижних листьев не могли пробиться внутрь горшка, который и так был заполнен корнями. Кроме того, 2 более сильные детки забивали 2 более слабые. Одну из них и вовсе не видно, она практически лежит на поверхности субстрата и не имеет доступа к свету совсем. Кроме того, из-за большого количества густо посаженных листьев воздухообмен между ними затруднен и возможны различные бактериальные заболевания. Первоначально планировалось отделить 2 более сильные детки, а более слабые оставить в прежней посадке. Очень осторожно в 4 руки разбираем листья орхидеи и ищем место выхода детки из ствола материнского растения.
Пилить, да-да, именно пилить будем стерильным медицинским скальпелем для кожи. Обращаю ваше внимание на то, что скальпель стерилен, поэтому дополнительно обрабатывать его чем-либо нет необходимости. В случае, если вы будете производить деление орхидеи нестерильным инструментом, его режущие металлические части нужно предварительно обработать спиртом или огнем. Только после отделения первой детки я обнаружила место отделения макушки материнского растения, а точнее оставшийся пенек. До деления место среза было надежно скрыто под листвой детки. Что делать со свежим местом среза, наверняка спросите вы. Если растение здорово, а инструмент использовался стерильный и день для деления подобран правильно, срез можно ничем не обрабатывать, он самостоятельно подсохнет. Что значит правильный день для деления? У Марины южная сторона ориентации окон. На балконе жарко, температура воздуха 33 градуса Цельсия на момент процесса деления и 26% влажности воздуха. В таких условиях все срезы подсыхают мгновенно. Но если вы производите деление в других условиях, срез лучше обработать. Чуть-чуть позже я покажу, как это сделать. Пока срезы подсыхают, мы подготовим емкости для посадок орхидей на фитиль. Но прежде я упомяну еще об одной очень важной детали, о которой забыла сказать. За день до деления орхидея была замочена на несколько часов в воде, для того, чтобы каждая из маленьких орхидей смогла набрать в себя достаточное количество воды во все свои части – листья, ствол и корни. Также предварительно за день Марине было дано задание подготовить емкости для посадки отделенных орхидей. Подобранные емкости мне не подошли, они были практически невесомыми и переворачивались листовой массой орхидеи. А камней для утяжеления посадки, вымоченных и обессоленных, у Марины не нашлось. На помощь нам пришли привезенные мною с собой обрезанные бутылки из-под молока, а это пищевой пластик с невероятной степенью прозрачности и очень хорошей устойчивостью. Но даже эти обрезанные бутылки оказались слишком большими. Помните, что выбирая емкость для посадки, мы ориентируемся не на размер листовой массы растения, а на объем его корневой системы. И если корней у орхидеи мало, выбирайте самую прозрачную и самую миниатюрную емкость из всех возможных. В нашем случае емкости для посадки маленьких орхидей предстояло уменьшить. Сделать это достаточно просто. Любую емкость можно обрезать ровно и очень красиво. Причем несколько разных емкостей можно сделать одной и той же высоты, по образцу. Мы с Мариной пытаемся вам показать, как это легко сделать. Надеюсь, будет понятно. Подбираем любую исходную емкость нужной нам высоты. И берем любой маркер, способный рисовать по пластику. Устанавливаем маркер на исходную емкость. Емкость, которую предстоит обрезать, вращаем вокруг своей оси и рисуем маркером ровную линию обреза. Способ очень простой и доступный каждому. Попробуйте. Если вы не знали о таком способе обрезки бутылок ровно, напишите об этом в комментариях. Лишняя часть бутылки по месту среза легко отрезается ножницами. Вот так. Остатки маркера с обрезанной бутылки прекрасно удаляются жидкостью для снятия лака. На бутылке от маркера не остается ни следа. А теперь подготовленные емкости нужно продырявить. Удобнее всего это делать с помощью паяльника, выжигательного прибора или раскаленной отвертки. У Марины паяльник еще с советских времен, доставшийся по наследству от родителей.
У этого паяльника жало внушительного размера, и отверстия получаются достаточно большими. Зачем в емкости для посадки отверстие, если вы собираетесь садить орхидею на фитиль? Наверняка кто-нибудь спросит в комментариях. Все дело в специфичной функциональности эпифитного корня орхидеи. Ведь корни орхидеи должны не только снабжать орхидею водой, но и дышать. В глухих посадочных системах корни орхидеи только пьют, но не дышат, поэтому чаще всего убегают из посадок наружу. Вентиляционные отверстия по стенкам и на дне горшка решают эту дилемму. А посадка орхидеи на фитиль решает проблему бесперебойной подачи воды корням орхидеи. Как оказалось, фитиль тоже нужно подбирать правильно. То, что фитиль должен быть из искусственных материалов, уяснили практически все. И то, что он должен обладать хорошей водопроводимостью, тоже поняли. А теперь о толщине фитиля. Чем жарче и суше в вашей квартире, тем толще должен быть фитиль. При этом, чем меньше ваша орхидея и чем тоньше у нее корни, тем тоньше должен быть фитиль. Подготовленный Мариной фитиль для данных посадок мне не подошел. Посмотрите внимательно, какой фитиль подобрала Марина, он белого цвета и толстый, и какой фитиль приготовили мы в дальнейшем. Из чего делали фитиль? Все как всегда, из обыкновенного женского чулка. Но даже в этом процессе, как выяснилось, есть нюансы. Для правильной работы фитиля нужен не абы какой чулок или гольф, а чулок или гольф с пониженным количеством ден – 15 или 20. Плотные чулки или гольфы, которые практически не тянутся, 50, 60, 70, 80 ден для фитиля не подойдут. Как сделать капроновый фитиль из чулка или гольфа любой длины, я уже показывала вам в более ранних видео. Сейчас мы еще раз посмотрим, как это делается. Гольф или чулок натягиваем на любую круглую емкость и начинаем резать по кругу фитиль любой толщины. Для молодых орхидей с тонкими корнями фитиль должен быть очень тонким, буквально миллиметр толщиной. Для взрослых и крупных орхидей с толстыми корнями фитиль может достигать толщины 5 мм. Длина фитиля для каждой емкости тоже подбирается индивидуально. Прежде всего, она зависит от нескольких факторов, от водолюбивости сорта и условий, в которых орхидея растет. Таким образом, чем суше и жарче у вас в квартире, тем длиннее фитиль. Пока мы готовили емкости для посадки и фитили, места срезов орхидей подсохли. Вот такие ровные, гладкие, светлые и здоровые срезы орхидей можно абсолютно ничем не обрабатывать. Но если вы сомневаетесь, переживаете или хотите перестраховаться, я покажу вам, как можно срез обработать, как и чем. Можно использовать любые средства с ранозаживляющим эффектом, как природные, так и готовые к применению. В данном случае был приобретен садовый вар с ранозаживляющим, антибактериальным и противогрибковым эффектом. Наносим средство на срез с помощью новой палочки для китайской еды. После нанесения средство вновь должно подсохнуть. Пока садовый вар на срезе одной орхидеи подсыхает, мы готовим емкости для посадки и субстрат. Продеваем подготовленные фитили со дна по стенке горшка и до самого верха. На дно емкости определяем сборный дренаж в виде крупного керамзита, пеностекла и кокосовых чипсов. Обращаю ваше внимание, это важно. Если вы используете какие-то материалы для посадки вторично, их предварительно нужно очень хорошо термически обработать. Помещаем молодую орхидею сверху на дренаж
Корни при этом достают до дренажа и до стенок горшка. Подводим фитиль таким образом, чтобы он касался внешнего контура корней и не касался ствола орхидеи. Другими словами, фитиль проходит по внутреннему контуру горшка, а не внутри корневой системы растения. Распределяем корневую систему орхидеи вдоль стенок горшка и помним, что корни орхидеи способны принимать участие в общем фотосинтезе орхидеи. Кроме того, помним о правиле подбора субстрата для молодых орхидей. Чем моложе растение, тем мельче должен быть субстрат, и он должен быть более влагоемким. В данном случае основой субстрата стала кора хвойных пород деревьев мелкой фракции. К ней мы добавили резанный мох, скорлупу кедрового ореха и кокосовые чипсы. Кроме того, с субстратом мы смешали 2 столовые ложки кремневита. И здесь необходимо отметить еще одну очень важную деталь. Если вы планируете использовать в качестве составляющей субстрата кокосовые чипсы из брикетов, их нужно предварительно, желательно за неделю, правильно подготовить. Марина призналась, что раньше использовала кокосовые чипсы даже без предварительного замачивания. А вы посмотрите, что выделяется при замачивании чипсов в кипятке. Запомните, кокосовые чипсы в брикетах нужно залить кипятком для замачивания. После того, как вода остынет, промыть чипсы несколько раз под проточной водой до тех пор, пока вода не будет идти прозрачной. Не забывайте о строении корня орхидеи и помните, что внешний слой корня, веламен, это омертвелый губчатый слой. Он отфильтрует и вберет в себя все соли и все красящие пигменты с этих кокосовых чипсов и очень быстро придет в негодность и перестанет функционировать правильно. Промытым и подготовленным субстратом мы будем засыпать все полости вокруг корней орхидеи. Тщательно трамбовать или уплотнять субстрат внутри посадки не следует. Пусть он будет воздушным и хорошо воздухопроницаемым. По мере наполнения емкости влажным субстратом и контакта корневой системы с ним, тургор листьев орхидеи мгновенно на глазах улучшался. Несмотря на то, что практически все корни молодых орхидей были внесубстратными, то есть не касались субстрата, они оказались достаточно функциональными и при первом контакте с влажным субстратом позеленели. Хозяйка орхидеи не могла поверить своим глазам и тактильным ощущениям, ведь листья орхидеи встали торчком. Разве так бывает, спросите вы? Конечно, бывает, если все сделать правильно. Вторую, а в дальнейшем и третью детку мы посадили по образу и подобию первой. Обратите внимание на разницу в размере листьев у второй детки. Одни листья длинные и тонкие, а другие широкие и короткие. Этот факт очень легко объяснить изменением условий содержания орхидеи и переездом из одного места жительства в другое, где гораздо больше света и другой уход. И если вы хотите, чтобы листья ваших орхидей были более компактными и не походили на лопухи, дайте вашим орхидеям больше света. Вот таким был первичный результат по отделению 2 деток. 2 самые маленькие детки остались в прежней посадке. Ну а потом я вошла в раж и отделила еще одну детку, у которой было достаточное для отделения количество корней. Для этой малышки пришлось искать емкость для посадки еще более маленького размера, и ею оказалась бутылка объемом 300 мл, в которой после обрезки едва ли осталось 200 мл. Вот такая миниатюрная посадка по сравнению с моей рукой. У каждой из 3 малышек очень хорошо развитая листовая масса. У них от 3 до 5 пар листьев.
Джулия относится к тем сортам орхидей, у которых очень быстро, если не сказать стремительно, развивается корневая система. По мере того, как корни заполнят все свободное пространство емкости, орхидеи можно будет пересадить методом перевалки в емкости большего размера. С помощью крючков для рейлинга закрепляем новые посадки сбоку на стеллажах. Если в вечерние часы дополнительного освещения этим орхидеям будет недоставать, их легко можно перенести внутрь комнаты под другие источники света. Таким образом, в новых посадках оказались 3 молодые орхидеи с корнями, а в старой посадке одна единственная, самая угнетенная орхидея, которая буквально лежит на субстрате и у которой абсолютно нет корней. Теперь жизнь этой орхидеи наверняка изменится, ведь у нее есть доступ к солнечному свету. Вот при таком жизнеутверждающем посещении зрительницы канала вам довелось поприсутствовать. И если вам понравился такой опыт, обязательно поделитесь своим впечатлением в комментариях. А у меня для вас еще одно очень важное и, я надеюсь, очень радостное объявление. 10 октября ограниченным составом участников мы начали тестировать канал «Классика орхидейного жанра» в Telegram. Мы пытаемся разобраться и понять, нужен ли такой канал и каким образом в нем будет происходить общение. Думаю, в течение недели мы разберемся, а пока вы можете попытаться найти канал с помощью поиска в Telegram. И если у вас получится, мы будем, безусловно, рады принять вас в свои ряды. Высказывайте свое мнение в пользу поддержки работы такого канала. Нужен ли он вам? Ну а я, в свою очередь, напомню вам, что 23 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если видео оказалось для вас интересным и полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас очень много интересного.